Как правило, наши любимые игры на Spectrum, хотя даже не только на Spectrum, а в принципе, восходят ко временам нашей юности и молодости, но тем не менее. Одна из моих любимых игр на Spectrum — это игра относительно новодельная, и познакомился я с ней буквально несколько лет назад, что, однако, не помешало ей уверенно занять одно из первых мест в моем персональном рейтинге, потому что игра эта необычайно просто атмосферная, какая-то добрая, наверное, ну и по-настоящему спектрумовская. Привет, друзья! Вы на канале Sinclair Next, и сегодня мы с вами поговорим об игре Vera для ZX Spectrum. Да, я как-то уже упоминал о ней в одном из своих видео, но тем не менее, на мой взгляд, Vera заслуживает отдельного и тщательного обзора и разбора. Так что нажимайте кнопку подписаться, если еще по каким-то неведомым причинам не подписаны на мой канал, и поехали! Итак, игра Vera была зарелизена в 2008 году творческой командой Perspective Group, и это такой размеренный, неспешный и очень, как я уже и сказал, атмосферный и добрый квест. Хотя по поводу доброты мы, пожалуй, еще поговорим в конце видео. В техническом плане Vera требует 128 Spectrum и TR-DOS. Этого вполне достаточно. Правда, если играть не на Пентагоне, а на оригинальном 128 будет тупить мельница на заставке, а во всем остальном же все совершенно ок. Да, с турборежимами играть будет комфортнее, мышью, пожалуй, тоже играть удобнее, чем управляя персонажем более традиционным по спектрумовским меркам способом, но все это дополнительные и совсем не обязательные опции. А по факту же в игру вполне можно играть и на оригинальном железе с бета-диск интерфейсом, ну или его заменителем. Но вернемся еще ненадолго к википедийной части и поговорим об истории данной игры. Как я сказал ранее, она вышла в 2008, но разработка Гамесы была начата еще в далеком 2003, и демо-версия этой игрушки заняла первое место на конкурсе «Твоя игра». Ну а полная же, или если вам будет угодно, релизная версия, была представлена 30 августа 2008 года на демопате Chaos Constructions, где заняла второе место в категории Wild Compa. Кстати, кроме цифровой free-to-play версии, на вышеназванном демопате распространялась также и физическая версия игры на дискете, и стоило это добро около $8. Но что же, на мой взгляд, делает эту игру особенной, глубокой, философской, или, если хотите, псевдоглубокой и псевдофилософской? Давайте это обсудим. Во-первых, Vera имеет такой устойчивый древнеславянский вайб, или, иначе говоря, атмосферу. Причем, как говорится, в этом плане смешались кони и люди, и несмотря на то, что игра имеет определенный уклон на христианскую или даже православную культуру, в геймплее и заставках присутствуют храмы с характерными куполами и распятия, тем не менее в игре полным ходом происходит всякая магия и бесовщина. Да, и главный герой в игрушке, на минуточку, ведьма, которая, к тому же, по задумке авторов, является как бы положительным персонажем. В общем, все смешалось, но именно благодаря этой мешанине игра и получила свой уникальный вайб. По крайней мере, частично. Игрушка начинает испускать медитативные флюиды уже на стартовом экране, где крутится вот эта потрясающая ветряная мельница и играет волшебная музыка. Просто офигенно. В самой игре, к слову, музыкальное оформление тоже крайне атмосферное. Но давайте теперь о сюжете. Предыстория, которая изложена, естественно, в текстовом виде и которую можно читать, а можно и не читать, совершенно не напрягает и не мешает. Так вот, эта самая история написана просто необычайно красивым литературным языком, и ее прочтение в сочетании с завораживающей музыкой однозначно настраивает игрока на нужный лад.
Так вот, предыстория художественно повествует нам о появлении в какой-то местности колдуна Зловета, но, что интересно, никакого изложения событий по факту тут нет, а имеют место быть лишь поэтически описанные образы. Так что данный текст не есть привычным изложением истории, как это обычно принято в играх, но является скорее набором художественных описаний, призванных скорее вложить в игрока определенные эмоции и настроить, скажем так, на общую тональность игры. Заканчивается же данная рукопись призывом верить в добро. Итак, игра начинается с того, что колдунья по имени Вера находит у себя на пороге некое письмо, развернув которое, старушка видит, что это послание от старейшины Хевера, и узнает, что селение под названием Ясная Поляна в опасности, но отправиться туда сразу же нам мешает волк по имени Жора, который сидит на тропинке и хочет, естественно, жрать. Так что Вере не остается ничего иного, как утолить его голод, пожертвовав позорному волчаре единственный бутерброд, который старушка взяла с собой в дальнюю дорогу. Но на этом проблемы не заканчиваются. И так как наша героиня живет в удаленном и труднодоступном месте, то на пути у нас встает непроходимое болото, пересечь которое можно только с помощью метлы и ведьмовских чар. Что нам и предстоит сделать, благо метлу можно обнаружить в непосредственной близости от болота. Однако, переправившись через топи, Вере открывается сразу весь мир игры. Ну, или почти весь, так как вход на кладбище нам преграждает оживший скелет. Короче, открытый мир. GTA по-спектрумовски. На первом же буквально перекрестке мы сталкиваемся с отсылкой к народному творчеству и встречаемся с Аленушкой и ее парнокопытным братцем, которому, конечно же, нужно помочь и превратить его обратно в человека. Аленушка дает нам пустой флакон, и мы отправляемся дальше. Вообще, данная игра, как по большому счету, наверное, и любой другой квест, сводится к поиску предметов и применению их в нужных местах. Но отличительной особенностью здесь является то, что многие необходимые для прохождения вещи появляются каждый раз в разных уголках карты. Так что просто запомнить расположение айтемов, как, например, в том же Дизе, не получится. Дойдя до отправителя письма, старейшины Хевера, нам предстоит обнаружить, что у дедушки плохое зрение и деменция. Так что Вере еще нужно доказать, что она именно та самая Вера. Кстати, атмосферности игре добавляет и смена времен суток, которые, конечно же, отличаются освещением. Ну, как освещением? Палитрой, правильнее будет сказать, и, конечно же, музыкой. Не могу припомнить чего-то подобного на Спектруме. Возможно, где-то и что-то есть такое, но в любом случае это крайне редкое явление для спека. Так вот, чтобы доказать старейшине, что наша героиня это та самая Вера, нужно ткнуть ему в нос его же письмом, и только тогда он нам поверит и расскажет, что вокруг творится какая-то дичь, происходит что-то очень нехорошее, вещи, мол, пропадают, фонтан пересох и все такое. Хотя, по правде сказать, кроме полоумного деда, вроде бы никто ничего нехорошего как бы и не замечает. Так вот, Хевер советует сходить к какому-то провидцу Глебу и узнать у него, что же именно является причиной всех бед Ясной Поляны. В общем, идем к Глебу, которого можно найти недалеко от входа на кладбище. Глеб рассказывает нам, что некий колдун Зловет наложил на все вокруг свои поганые чары и даже, мол, стырил церковный колокол. Поведав эту cool story, Глеб удаляется, ну а нам не остается ничего другого, как доложить обо всем этом старейшине Хеверу и успокоить его, пообещав совсем разобраться. Но нагловатому деду этого мало, и он просит старушку оживить высохший фонтан и дает нам для этого пустое ведро. Настоящий джентльмен. Короче, берем ведро и наполняем его водой из ближайшего колодца. Причем только из него, а не из любого другого. Так вот, набираем воду, выливаем ее в фонтан и все. Фонтан работает. В награду за это Хевер вручает нам магнит, ну а Вере не остается ничего другого, как гадать, каким образом остановить мерзопакостного Зловета и слоняться по карте в поисках решений, да и самого Зловета в принципе. Обнаружив где-то ноготь колдуна, относим его на север к девушке-вурдалаку Фёкле, которая давно мечтала сделать себе ногти. Взамен она дает Вере зубной протез для беззубого старейшины Хевера, который, однако, нам взамен за него ничего не даст и никак не отблагодарит.
Так что весь этот квест, как и некоторые другие, не обязателен. Да и вообще игру можно проходить по несколько иному паттерну, и мой вариант прохождения не претендует на то, чтобы быть единственно правильным. Далее при помощи метлы переправляемся через болото и возвращаемся к домику Веры. Рядом с избушкой имеется колодец с живой водой, коей мы наполняем пустой флакон, который ранее дала старушке Аленушка, затем возвращаемся к Аленке и с помощью этой водицы превращаем ее козлоногого братца обратно в человека, за что Аленушка подкинет Вере баблишко. Теперь же держим путь на северо-запад и находим кузнеца Задолбайла, у которого по ходу диалога выясняем, что для того, чтобы попасть на кладбище, необходимо разрубить топором скелета. Но у Задолбайла на данный момент, естественно, топора нет. Да и вообще его сильно мучит жажда. К счастью для Веры, немного южнее имеется пивбар с колоритным названием «Угар», где бармен по имени Петро в теории может подогнать Вере пивка, но, как назло, местные антисоциальные элементы все как раз выпили. Ингредиентов, чтобы сварить еще пиво, у Петра нет, да и говорить, какие именно ингредиенты ему нужны, Вере он не хочет. Секрет фирмы, мол. Короче, замкнутый, мать его, круг. В общем, идем по дороге на восток, где умный библиотекарь Буквин, похожий на шерифа из маленького американского городка, расскажет Вере, что же именно нужно для того, чтобы побаловаться пивком. А именно, мед, хмель и зерна пшеницы. Идем к Хевору, который скажет нам, что для того, чтобы жать хмель и пшеницу, нужен серп, который у деда таки имеется, но так как он стар и слаб, то он никак не может отдать его Вере, так как держит серп около себя для самозащиты. Ниндзя херов. В общем, ему нужен амулет здоровья, который, наверное, по его представлению, должен сделать из него Чака Норриса. И тогда, мол, дед сможет отдать нам этот долбанный серп. Кстати, стоит отметить, что многие предметы появляются на карте не сразу, а по мере прохождения. И причем появляются они не одновременно с получением определенного квеста, а спустя какое-то небольшое время. Так что перед тем, как отправляться на поиски нужной для Веры вещи, нам придется немного потупить. Когда нужный айтем появляется на карте, в игре раздается характерный звук. Так что обращайте внимание на звуки. В общем, находим амулет здоровья, отдаем его старейшине и получаем от него туповатый серп, которым можно воспользоваться только один раз, и потом он затупится окончательно. Так что с его помощью мы можем добыть только пшеницу или только хмель, а для второго ингредиента Вере придется воспользоваться лезвием, которое появится где-то на карте, о чем мы опять же будем оповещены звуковым сигналом. Короче, находим лезвие и получаем второй ингредиент. Ну а что же касается меда, то тут все просто. Немного западнее Хевора стоят ульи. Подходим к ним и набираем мед в пустой флакон, в котором ранее была живая вода. Перед тем, как отнести все это дело бармену, нужно еще забежать на мельницу и обменять там колосья пшеницы на зерна. Когда это будет сделано, можно тащить все это добрище к Петру, который пообещает, что пиво приготовится через полчаса. Теперь же нам нужно ждать и тупо убивать время. Я не знаю, в чем здесь смысл. Наверное, чтобы было более-менее реалистично, ведь ему все-таки требуется время, чтобы сварить пиво, это же не мгновенно и все такое. Но, блин, я думаю, здесь можно было бы допустить маленькую игровую условность и отдать игроку пиво сразу или почти сразу в целях экономии времени. Но нет, здесь нужно ждать прям. Не полчаса, конечно, но минуты 3 где-то по ощущениям вот так нужно подождать. Это раздражает и нифига не прикольно. Тем не менее, рано или поздно пиво все-таки будет готово, о чем нас, как обычно, оповестят звуковым сигналом. Короче, забираем пивасик, относим его к кузнецу и взамен получаем вожделенный топор. Безжалостно рубим им скелетом на кладбище, но пройти через него мы пока не можем, так как дорогу старушке преграждают летучие мыши-вампиры. Идем на север, по дороге убиваем скелета при входе на поляну с поленьями и направляемся к деврудалаку Фёкле, которая поделится с Верой инфой, что для того, чтобы победить этих летучих мышей-вампиров, нужны знания древних мудрецов. Ну а где хранятся знания?
Правильно, в библиотеке. Чешем к буквину и за взятку, на которую придется потратить Аленушкины деньги, получаем в пользование редкую и ценную книгу. Относим ее Фёкле. Вурдалака девка расшифрует древние письмена и оттуда узнает, что для борьбы с вампирами нужен чеснок, который мы от нее и получим. Цепляем чеснок на шею или непосредственно применяем на родственников Бэтмена и проходим через кладбище, за которым нас и ожидает коварный зловет. Пытаемся заговорить колдуну зубы и уговорить его прекратить творить всякую фигню, но зловет не ведется на уговоры и просто телепортирует старушку куда подальше. Причем телепортация сказывается на ней не лучшим образом, и нашу бабушку некоторое время будет не слабо так штормить. Ну а если проявить тупость и настырность и снова пойти к колдуну, то он опять телепортирует Веру хрен знает куда, и ее ориентация в пространстве ухудшится еще более. Впрочем, эффект этот не вечный, и спустя какое-то время бабушку таки попустит. А если же упороться в край и пойти к нему в третий раз, то мы опять получим пинок под зад, но в этот раз все будет куда печальнее, и Вера будет обездвижена. Впрочем, зловет ее предупреждает об этом заранее, и ждать, пока пройдет паралич, придется довольно долго. Все наши следующие подобные визиты к злому колдуну будут заканчиваться телепортом и временным параличом, так что смысла ходить к нему просто так нет никакого. В общем, не тратим на это время и направляемся опять к Фёкле. Она расскажет нам, что для того, чтобы противостоять чарам мракобеса, Вере нужны волчьи ягоды и сушеные тараканы. Насчет тараканов следует спросить у кузнеца Задолбайла, у которого в кузне их навалом, но взамен он потребует найти ему курево. Находим трубку на поляне, куда ранее нам преграждал вход скелет. Относим ее Задолбайлу, а взамен получаем сушеного таракана. Теперь Вере нужно добыть волчьи ягоды, и их поиск приведет нас обратно к Аленушке, которая попросит бабку найти веревку, а взамен же она отлистает нам некоторое количество этих самых ягод. Смешав ягоды с сушеным тараканом, получаем зелье невидимости и направляемся к зловету. Выпив пузырек с зельем до дна, Вера, естественно, становится невидимой, при помощи магнита отбирает у зловета посох и, применив его на предыдущего владельца, уменьшает негодяя до милипиздрических размеров, затем кладет его в свой широкий карман. Сделать Веру обратно видимой можно при помощи того же посоха, но также можно найти и выпить зелье видимости. Далее идем к старейшине. Он скажет нам, что вся нечисть боится огня, и у нашей доброй и миловидной бабушки родится в голове гениальный план сжечь бедного колдуна живьем, для чего ей понадобится развести костер. Идем в бар «Угар», где бармен Петро скажет, что он поделится огоньком, но для этого ему понадобится утерянная кастрюля. В общем, ищем кухонную утварь, отдаем ее Петру, получаем взамен спички, разжигаем с их помощью костер на поляне наверху и сжигаем зловета нахуй. Впрочем, есть и другой путь. Можно просто найти свечку и с ее помощью развести костер. В общем, зловет повержен, но это еще не все. Чары его витают над Ясной Поляной. Поэтому вновь идем через кладбище. Предварительно, кстати, можно поговорить со старейшином Хевором. Так вот, идем через кладбище, находим там церковный колокол и водружаем его на храм. Над местностью раздается колокольный звон, разгоняя всю нечисть вокруг. Final Cut завершается философской фразой «Вера несет мир». И это как бы прозрачно намекает нам, что имя Вера нашей героине дано неспроста. И у игры имеет таки место быть религиозный подтекст. Впрочем, это было очевидно и до финальной фразы, и философское, возможно в кавычках, наполнение игры было вполне себе явным. Хотя вот, если рассуждать о сюжете, то, честно говоря, я не совсем как бы понял, что же именно такого страшного совершил этот зловет, чтобы быть сожженным заживо. Кстати, говоря о всяких технических моментах, наверное, стоит упомянуть вот эти вот стрелочки, которые необходимы для навигации по инвентарю. Так вот, то, что ними можно и нужно перелистывать предметы, совершенно на первый взгляд не очевидно. И еще, меня дико бесит тот факт, что в игре можно сохраняться, но пункта в меню, где можно было бы загрузиться с точки сохранения, тупо нет. И чтобы загрузиться, нужно завершить игру и потом выбрать пункт «Старая игра».
Это реально странно, и никогда не видел, чтобы в игре, где есть сохранки, нельзя было бы из меню загрузиться, а нужно было бы только завершать игру, а потом уже пользоваться загрузкой. Ну да ладно. Теперь о самих предметах. Из необязательных айтемов у нас тут имеется огрызок яблока, который, по идее, можно скормить козленку, а можно и не скармливать. Квест с ногтем и зубами, как я уже и говорил, тоже не является обязательным к прохождению. Ну а что же касается пера, которое можно обнаружить на карте, то оно совершенно, на мой взгляд, бесполезно. Просто предмет, который ничего не значит. Впрочем, как и какой-то венок, который называется «Венец Победы» и на который здесь можно наткнуться. Еще есть слух, что после того, как Петро сварит Вере пиво, в какой-то момент игры у него можно забрать пустой флакон из-под меда и запихнуть в него зловета. Но у меня этого сделать не получилось. К слову, в перспективе игра, возможно, будет иметь версию с расширенной палитрой для спектрум совместимых компьютеров с названием «Банкомат». Ну, АТМ, то бишь. Почему возможно? Да потому что, как это часто бывает, процесс раскраски был начат, но по сей день не закончен и в обозримом будущем, насколько я понимаю, закончен не будет. А жаль, так как АТМовская версия, судя по имеющимся скринам, выглядит просто офигенно. Но давайте поговорим о доброте и о философском смысле игры. Подобьем, так сказать, итоги. Итак, что же мы имеем в сухом остатке? А по финалу мы имеем то, что старушка Вера, основываясь только лишь на словах полоумного старика о каком-то зле, которого кроме него никто не видел и никто не ощущал, придолбалась к колдуну, который просто себе стоял и вроде бы ничего особо плохого даже и не делал. Ну, максимум там церковный колокол упер. Так вот, она к нему приколупалась и сожгла его живьем. Сожгла, мать его, живьем. Вера творит добро, короче, как сказано в Final Cut игры. Просто отлично, и добавить мне тут, пожалуй, больше и нечего. Всем добра. И по традиции, конечно же, хочу поблагодарить всех причастных к созданию данного видео и особенно моих дорогих донатеров на стримах. Спасибо вам огромное. Но перейдем к моим спонсорам и патронам. Итак, особые благодарности я сегодня озвучиваю Игорю и Максиму Овчинникову, Андрею Угольнику, Unknown Filmmaker, каналу Пьяная Муха, ссылка в описании, Соли по вкусу, Снауту 81, Варьяту, АДФу, Александру Бережному, Александру Ляшуку, Арту, Crazy Animal, Сайберу, Юджину Труневу, Сергею, Василию Селиванову, Василию Харужику, Маше и Сереге, басисту Акселю, Володимиру Шевченко, Александру Веприку, Дизи Дарк и также низкий поклон и огромнейшая благодарность всем тем замечательным людям, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих голубых экранах. Спасибо вам большущее, друзья. Покедова!